Всем привет! В конце марта 2021 года на долгожданном мероприятии компания Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi 11 Lite, который сразу был назван одной из самых удачных разработок китайского бренда. И это, замечу, действительно так. Он получился сбалансированным по возможностям и цене, получил достойный дизайн и в целом заслуживает звания народного устройства. И на этом компания решила не останавливаться. И совсем недавно стало известно, что компания Xiaomi готовит к выпуску новый смартфон под кодовым названием Lisa. Также сообщается, что смартфон должен выйти под рыночным названием Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE. Однако пока что неизвестно, что означает буква NE в названии. Самым главным отличием от предшественника является, конечно же, процессор. Новинка построена на базе однокристальной системы от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 778G, в то время как оригинальный смартфон Xiaomi Mi 11 Lite был построен на базе однокристальной системы Snapdragon 780G. Также хочу заметить, что на данный момент в сети есть предварительные технические характеристики новинки Xiaomi Mi 11 Lite NE. Итак, основные фишки его — это достаточно неплохой дисплей на 6,55 дюймов с разрешением 2400 на 1080 пикселей, главный датчик основной камеры на 64 мегапикселя, 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт своей флеш-памяти, NFC, 2 сим-карты и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум, поехали! Первый вопрос, который возникает у многочисленных пользователей: что это за такой процессор? Он производится с использованием 6-нанометрового технологического процесса силами TSMC. Эта платформа включает 8 ядер Creo 670 с максимальной частотой 2,4 и улучшением производительности процессора на 40% по сравнению с предыдущим поколением. Графически процессор выступает Adreno 642L. Также обеспечивает повышение производительности на 40%. Что касается производительности искусственного интеллекта, процессор Snapdragon 778G получил ИИ-процессор Qualcomm 6-го поколения Hexagon 770, который вдвое превышает по производительности процессор предыдущего поколения, что является большим плюсом. По предварительным данным, смартфон получит достаточно неплохой вариант экрана на 6,55 дюйма. Матрица, конечно же, AMOLED с поддержкой 10-битного цвета, что есть далеко не у всех конкурентов. Также мы получим HDR, True Color, охват sRGB и DCI-P3. Максимальная частота обновления экрана 90 Гц, тач-сенсора 240 Гц. Разрешение дисплея 2400 на 1080 точек, 402 ppi. Средняя яркость 500 нит, максимальная 800 нит. Экран будет защищен стеклом Gorilla Glass 6-го поколения. Проведенные компанией Corning лабораторные тесты показывают, что в среднем Gorilla Glass 6 выдерживает 15 падений с высоты не более 1 метра на твердой поверхности, что в 2 раза превосходит возможности Gorilla Glass 5-го поколения. Понятно, что это теоретическая статистика, и при падениях имеет значение тип поверхности, на которую падает смартфон, угол наклона, наличие неровностей и еще множество факторов. Смартфон будет работать на операционной системе Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12. Главная изюминка новой MIUI 12 — это анимация суперобоя и экран заставки с Марсом и Землей. Оболочка уже успела обрести популярность среди пользователей, и это неспроста, ведь эта оболочка включает в себя еще более чистый пользовательский интерфейс, обновленные функции анимации, жестов, навигации, модернизации многооконного режима и многие другие полезные изменения. Смартфон должен получить аккумуляторную батарею на 4250 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт. В сети есть информация, что данная зарядка на 56% компактнее обычного зарядного блока той же мощности. Кроме того, блочок совместим с электросетями, напряжение в которых составляет от 110 до 240 вольт, что позволяет использовать его в различных регионах. Смартфон получит 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт своей флеш-памяти. Будут ли другие конфигурации, на данный момент информации нет. Камер должно быть 3. Основной сенсор выступит на 64 мегапикселя с апертурой f/79 и вспомогательные датчики на 8 мегапиксель f2.2, на 5 мегапиксель
f2.4. В то же время фронтальная камера будет установлена на 20 мегапиксель f2.2. Сообщается, что Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE будет выпущена во второй половине 2021 года. Интересный факт. Руководство Xiaomi приняло неожиданное решение о прекращении выпуска продукции под брендом Mi. О причинах своего решения Xiaomi не сообщила. Ранее генеральный директор и основатель Xiaomi Лей Цзюнь отметил, что Mi означает две вещи: мобильный интернет и миссия невыполнима. Под первой фразой компания подразумевает ключевой вектор, которому следует Xiaomi, а вот второй — собственные амбиции. Учитывая информацию об отказе Xiaomi от бренда Mi в названиях новых смартфонов, устройство должно называться Xiaomi 11 Lite NE. Также есть еще одна модель под названием Mono. Здесь мы получим обозначение Mi 11 Lite Nov Edition. Тут будет дисплей с кадровой частотой 120 Гц и подэкранная фронтальная камера. Больше никаких технических подробностей на данный момент нет, но возможно предположить, что одна из моделей для Китая, а другая для глобального рынка. Будем надеяться, что для нашего рынка будет на 120 Гц и под экранной фронтальной камерой. Ну, вряд ли так будет. Все будет в Китае. Все лучшее в Китае. Ну что же, ребята, на мой взгляд, компания Xiaomi, когда выпустила Mi 11 Lite, даже и не думала, что данный смартфон будет такой популярный, потому что даже у меня есть знакомые, две девушки, у которых данный смартфон. Это очень круто, потому что, я не знаю, даже молодежь покупает данный смартфон, даже пожилые люди покупают данный смартфон, потому что, во-первых, он очень красивый. Действительно, это так, он выглядит просто восхитительно. Тоненький, элегантный смартфон, который может предоставить достаточно неплохие технические характеристики. Основная камера на 64 мегапикселя — это вообще, на мой взгляд, достаточно неплохое решение даже в наше непростое время. Как вы знаете, сейчас основной упор производителей делают на производительность и на характеристики камер. И это очень хорошо, потому что куда уже делать смартфон более узнаваемым, более изящным и так далее. Сейчас, на мой взгляд, все смартфоны, все полностью похожи друг на друга. Отличие кроется только в форме основной камеры. Все, экран такой же, все точно такое же. Характеристики, можно сказать, такие же. То есть сейчас 888 дракон установлен во всех флагманах. И что сделать, какой выбрать, уже непонятно. Будем надеяться, что Xiaomi 11 Lite NE будет дешевый смартфон, потому что от этого зависит все. Продажи и так далее. Сейчас люди ищут дешевый смартфон, чтобы выглядел как флагман, чтобы предоставлял какие-то технические характеристики, поиграть в производительные игры, сделать качественные фотографии в солнечную погоду, снять какой-то видеоролик и так далее. Данный смартфон может нам это предоставить. Что Xiaomi Mi 11 Lite, что Xiaomi 11 Lite NE. Ждем презентацию, ждем данный смартфон. С вами был канал Техноум. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.